Друзья, всем большой музыкальный привет! Вы смотрите «Давай запишем», с вами Александр. Сегодня вашему вниманию очередное состязание претендентов занять свое место в вашей домашней студии. Это студийные мониторы Pioneer VM50 и Mackie MR524. Начинаем. Обе модели имеют 5,25 дюйма внизу и по 1 дюйму вверху. А также одинаковым у них является и расположение фазы инверторов. Они сзади. И это говорит о том, что хочешь не хочешь, но какое-то расстояние от стены им нужно давать, чтобы не было неразберихи в низкочастотной картинке. Так, ну а теперь давайте разбираться в отличиях между этими образцами. И первое, на что обратим внимание, это их стоимость. И сразу маленькая ремарка. Товарищи, мы это не производим и цен с потолка не берем. Почем нам велено продавать, потом и продаем. Итак, пионеры на сегодняшний день на наших полках можно увидеть по цене близкой к 16 тысячам рублей за единицу, а вот Mackie, смотри предложение выше, почти 22,5, разумеется, за одну колоночку. В чем дело? Почему такая цена? У нас ответа нет. Во всяком случае, пока. Ну, в смысле, пока не услышали, как они играют. А вдруг? Ладно, это чуть позже. Продолжим вычислять разницу. Частотный диапазон пионеры 40-36 тысяч, Mackie 57-20 тысяч Гц. И сразу стоп, товарищи. 40-36, но при этом пионеры нигде не указывают, на какой чувствительности был зафиксирован такой результат. А в отличие от них, Mackie любезно предоставляют все свои замеры. Вот, пожалуйста, смотрите. В итоге нам кажется, что 40-36 тысяч это не иначе, как при минус 10 децибелах. Тогда и Mackie объявляем не 57-20 тысяч, а 45-20 тысяч Гц. Ох уж эти мультимедийные уловки. Дальше. Мощность. Пионеры 30 плюс 30 Вт, Mackie 30 плюс 20. Теперь звуковое давление. Первые до 107 дБ, оппоненты до 108 по максимуму. Кроссоверы у них настроены на 3 и 2 кГц соответственно. Ну и по весу у них следующее. Один пионер весит 5,5 кг, один Mac 4,6. Но разница в весе обуславливается в первую очередь заметной разницей в размерах. Если пионер это 300 на 200 на 265 мм, то Mackie минус 20 мм по высоте и ширине и минус 40 по глубине. Что ж, если посмотреть на все озвученные цифры, включая, естественно, цену, то вроде как пионеры у нас перевешивают в сторону победителя этой пары. Но все-таки давайте будем пробовать отыскать нечто такое в маках, что, возможно, снимет наши некоторые сомнения и оправдает хотя бы их стоимость. Может, это что-то необычное в подключениях и настройках? Давайте посмотрим. Пионеры у нас имеют 2 вида подключения, Mackie 3. На наш взгляд, дополнительную TRS-дырку вряд ли можно назвать каким-то прорывным плюсом, поэтому здесь можно зафиксировать ничью. И что касается настроек, то наблюдаем. Mackie предлагают нам возможность добавить или ослабить на 2 дБ высокие частоты и фильтром Acoustic Space подкорректировать звучание в зависимости от способа расположения мониторов. Вот на этой схеме все указано. И, собственно, все на этом. Теперь пионеры. Здесь, как видите, гораздо повеселее. Благодаря встроенному процессору вы из 16 вариантов настроек обязательно сможете найти именно тот, который будет соответствовать и вашему помещению, и расположению, и наверняка стилю музыки. Ну и что у нас получается? 2-0 в пользу пионеров? Ну ладно, 1,5-0.
Ничего не остается, друзья мои, как устроить прослушивание и дать каждой паре возможность продемонстрировать все, на что они способны. А уж потом мы сделаем окончательные выводы. Ведь цифры цифрами, но нас все-таки в большей степени должен интересовать звук. Итак, ставим настройки по нолям и вперед. Ну а теперь наши выводы и начнем с пионеров. Как нам показалось, звук у них более глубокий, основательный и линейный. На разных по музыкальному стилю фрагментах они звучали практически одинаково, и наш микрофон передал их звучание как достаточно близкое к оригиналу. Помимо этого, запаса по мощности у них больше, а это дополнительный плюс при работе над финальным звучанием трека. Теперь Mackie. Звук нельзя назвать плохим, но некая сухость в нем все-таки присутствует. Плюс частоты на некоторых стилях музыки повели себя несколько нечестно. Где-то прослушивался чересчур тонкий вверх, где-то середина становилась слишком яркой или же наоборот утопленной. Но даже если закрыть на это глаза и приучить себя к их звучанию, то все равно один вопрос остается открытым и не очень приятным. Это цена. Если посмотреть, сколько они стоят в той же Германии, то, мягко говоря, желание переплачивать в 2,5 раза как-то не возникает. Вот так и формируется у нас отношение к тому или иному продукту, хоть даже, повторюсь, плохим его никак не назовешь. На этом все, друзья. Всем успехов, работайте на хорошей аппаратуре, будьте здоровы и до встречи. Обуславливается в первую очередь заметной разницей в размерах. Если Pioneer — это
300 на 200 на 265. 300 на 200 на 65. 300 вот тут. Это ж очевидно, твою мать.